Привет, мои дорогие, новости не вышли, потому что не было новостей, а болтать просто лишь бы о чем вообще не хочется. Поехали. Сегодня The Economist сказала, что оборона Покровска уже подходит к концу. Дорогие мои, как всегда, начнем, но я уже буду вперемешку. И политические, и то, что на фронте происходит. Поехали с Лиманского направления. Российские войска штурмуют Дробышево и Яровое. Войска России продвигаются в Ставках, Масляковке, идут бои у восточных окраин Лимана. Дорогие мои, Анджелина Джоли никуда еще из Украины не уехала. Ее заметили на заправке в Тернополе, как говорят местные паблики. Там разворачивается скандал. Банковая предъявляет тем военкомам, которые остановили машину и начали весь этот коловорот, потому что они боятся, что Джоли завезет эту информацию непосредственно туда и расскажет, как относятся. Видно, очень грубо остановили с нарушениями. Все как по классике, по-хамски. Видно, те, вот, кто был рядом с ней, это все передали на Банковую. И сейчас Банковая качает. Ну и одновременно сегодня отпустили уже этого охранника-волонтера. Вот. Но сам факт, дорогие мои, что нельзя скрыть то, что лезет из крышки, даже из-под унитазной крышки. Вот я адвокату своему постоянно скидываю то, что происходит непосредственно в Украине. Ну, невозможно скрыть. Он мне доверяет, поэтому он видит, что это не искусственный интеллект делает. Поехали. ZDF пишет, что для организованного отступления из Покровска скоро будет слишком поздно. Очевидно, что российское кольцо окружения вокруг Покровска и Мирнограда быстро смыкается. Некоторые из наиболее подготовленных украинских бригад, такие как 25-я и 37-я, это замотивированные, вы знаете, еще раз повторюсь, те, которые хотят бить русню, как они называются, все еще находятся глубоко внутри и находятся под угрозой окружения. Ну, я вам скажу, что если их отпустить, они опять же пойдут бить русню. Фактически они, скорее всего, уже начали отступление с приказом Генерального штаба или без него. Позиции 155-й, ну 155-ю все знают, там никогда до нее никто не доезжает. Там, ну, из 100% доезжает где-то 3% до нее. Потому что там они обучались где-то в Европе, там разбежалась куча. Потом в Украину приехали, разбежалась куча. И 92-й бригад также находится под угрозой, сообщает ZDF. Поспешное неорганизованное отступление в последнюю минуту всегда приводит к большим человеческим потерям и практически полной утрате боевой техники, которую невозможно вывести организованно, говорится в статье. Кстати, если кто не слышал, им давали приказ уходить только с техникой. И все. Видно там что-то такое, что не хотят, чтобы попало в руки россиянам, для того, чтобы они там что-то изучили. Трудно понять, почему высшее военное руководство Украины постоянно совершает одну и ту же ошибку. Вот это очень важно услышать. Отдает приказ об отступлении с непригодных для обороны позиций, когда уже слишком поздно. Связано ли это с абсолютной зацикленностью на защите каждой пяти территорий или с приоритетом интереса внутриполитического пиара? Сейчас невозможно определить. Между тем, старая поговорка о том, что ни одна армия не сможет защитить себя от своего собственного командира, похоже, снова подтверждают свою правоту, пишет немецкое издание. Как видите, немцы даже видят, что происходит. Украинская контратака ГУР и СБУ, по всей видимости, не смогла переломить ситуацию. Присутствие Буданова около линии фронта, скорее всего, было медийным трюком, а не реальным военным лидерством, считают журналисты все того же издания, дорогие мои. Вот мы подходим уже непосредственно к The Economist, который пишет, что оборона Покровска подходит к концу. Потеря Покровска, хотя и давно ожидаемая, стала бы серьезным ударом. Хуже может быть позже. Город находится на перекрестке, предоставляя России плацдарм для дальнейшего продвижения, пишут британские журналисты. Также в The Economist отмечают, что операция ГУР по высадке десанта на севере Покровска не дала результатов. Ситуация не намного лучше в Мирнограде на востоке, где ВСУ оказались в окружении. Как мы видим, Зеленский и все, кто окружает его, вам покажу, уже подалеку там вышел, уже что-то квакает, говорят одну и ту же мантру. Один и тот же нарратив читают. Поехали, Украина уже переходит на российские технологии, уже ворует, да, вот это дроны-ждуны, вот мы видим их, да. Дроновая война получила
новый виток развития. В сети появились кадры с макетами FPV-дронов «Ждунов», которые украинские военные могут размещать на путях пересечения россиян. На фото можно заметить муляжи не только обычных дронов, но и дронов с катушками. Отметим, что дроны уже крайне сильно заменили и изменили характер боевых действий и являются одним из главных и массовых средств поражения как в позиционных, так и в штурмовых боях, в том числе в работе по коммуникациям и линиям снабжения. Обилие ложных целей в теории позволит проще прятать заряженный дрон. Это также даст возможность прятать в муляжах мины, в перспективе не говоря о расходе средств на их уничтожение. Визуальное отличие от реального БПЛА в отсутствии интенсивного боя будет не особо заметно. В естественном ландшафте дрон без движения в глаза бросится не сразу, но при этом пока непонятно, насколько массовым будет внедрение таких муляжей на практике, так как сборка таких хоть и проще, но все же расходует усилия и ресурсы. Хочу заметить одну вещь. Когда Россия делала какие-то муляжи там, танков и всего остальное, ржали. Я помню вот этот вот украинский нарратив, да, что у них там все надувное, у них нет настоящих танков и все остальное. Сейчас они вот делают муляжи, вот, но никто не ржет почему-то, да. Поехали, сейчас я вам покажу подалека, который там пердит через свой вонючий рот, вот, а перемоги и никакого окружения нет на русском языке, дорогие мои. Заметьте, где наши эти? Ну, один, тот, который бегал за всеми русскоязычными уже 1,5 метра под землей, там их уже троица, да, там Святая Троица на Цюг. Там еще одного Корчинского не хватает в этой троице. Ну и Стерненко там тоже не хватает. И этого тоже там не хватает. Поехали. Первое. Тяжелые интенсивные бои. В день порядка 80 прямых боестолкновений. В агломерации Мирноград-Покровск, еще раз, 80 практически каждый день. Да? Большое количество сконцентрировано российской живой силы, ну и остаточной техники. На этих направлениях еще есть Купинское направление. Никакого окружения, понятное дело, там нету. Там проходит так называемая контроперация, то есть когда наши спецподразделения зачищают. Вот русские просачиваются, там серая зона, по сути, да, русские просачиваются небольшими так называемыми малыми пехотными группами, по 5, 10, 15 человек. Кто-то погибает, ну, там львиная доля, конечно, их уничтожается, но кто-то просачивается, и они концентрируются в определенных местах, да, в том же Покровске. Вот спецподразделения наши их там зачищают, массово уничтожает, и, соответственно, вот эта работа идет уже несколько недель, наверное. Бои на Покровском направлении вот такой высокой интенсивности идут порядка уже 8-9 месяцев, да, но каких-то существенных продвижений куда-то нету, еще раз, окружений нету, интенсивность боев не снижается, и Россия концентрирует на этих направлениях ключевые свои ударные группировки. Ну, вы поняли, да? Один нарратив идет на всех, дорогие мои. Ну вот, Эль Паи пишет, это испанская газета, ну, издание пишет про то, что происходит. Видите, все издания прекрасно понимают, что происходит, но эти пытаются как-то перекричать их, что ли. Украина удерживает Покровск, чтобы избежать самого тяжелого поражения за 2 года. Несмотря на то, что кольцо вокруг города смыкается, россиянам остается около 5 километров, чтобы замкнуть его полностью. Киев отказывается считать потерянным населенный пункт, который стал бы крупнейшей победой России после захвата Бахмута. Чтобы удержать Покровск и подчеркнуть его стратегическую важность, Украина сохраняет значительное военное и политическое присутствие. Зеленский, Ермак и Сырский посетили регион в последние дни. Ну да, последние дни. Киев публикует кадры с награждением военных на передовой, видеозаписи с дронов, на которых украинские подразделения якобы возвращают контроль над отдельными кварталами, в том числе над зданием горсовета, где снова подняли украинский флаг. Тем не менее, появляются и более пессимистичные сообщения. Карта Deep State показывает, что серная зона вокруг города постепенно превращается в красную под контролем России. Отправка украинских спецподразделений в качестве подкрепления указывает на то, что Киев пока не планирует тактическое отступление, которое позволило бы выстроить новую линию обороны дальше к западу. Каждый потерянный Украиной город – это новая рана в национальном сознании, а для Путина шаг к полному захвату Донбасса. На дипломатическом уровне исход этой битвы также может стать переломным. Обе стороны пытаются продемонстрировать союзникам свою стойкость. Зеленский должен доказать ее,
что его армия по-прежнему способна сдерживать Россию и заслуживает поддержки Запада, включая членство в ЕС и НАТО. Путин же хочет показать Трампу и всему миру, что способен выдерживать санкции и закреплять свои завоевания, дорогие мои. Путин ничего не хочет показывать, он просто берет и делает. Знаете, я всегда делил людей на несколько категорий. Люди вообще очень интересная вещь такая. Вы знаете, вы сталкиваетесь с этим. А есть люди, которые много говорят и ничего не делают. Есть люди, которые говорят и делают. И вот есть третья категория людей, которые ничего не говорят, а делают. Вот Путина отнесем к этой категории. Он ничего не говорит, он просто берет и делает, и все. И этого достаточно. Поехали. Константиновское направление. На Константиновском направлении российские войска продвигаются в застройке Сантуриновки города Константиновка. Активность россиян наблюдается уже в районе железнодорожной станции. Западнее российские силы продвинулись в нескольких лесополосах у Иванополья и заняли новые позиции в самом населенном пункте. Продвижение армии России есть и в Кармане, возле Плещеевки. ВСУ массово используют дроны, чтобы помешать российским подразделениям закрепиться в этом селе. Параллельно с этим появляется все больше свидетельств начала атак россиян у Клебан-Быковского водохранилища. Российские войска продвигаются вдоль западного берега водоема в сторону перекрестка трасс Н-20 и Т-05-04. Судя по всему, активность российских сил связана с тем, что они планируют развивать наступление на Константиновку на еще одном участке. Я уже говорил, да, и не только я, а многие военные аналитики говорят о том, что после Покровска следующее будет, конечно же, Константиновка, дорогие мои. Поехали. Сегодня я просто хочу рассказать одну интересную вещь. Да. У нас есть такой Рюте, Марк Рюте, да, это генсек НАТО, он профессионал. То есть до него там был Столтенберг, он именно был дипломат. А Рюте это бывший премьер-министр Голландии и мастер лизать в жопу Трампу. Просто вот именно мастер. И вот он дал быстрый курс, интенсивный президенту Казахстана Токаеву. И сейчас все вместе оценим, да, мастерство, которое перенял Токаев у Рюте. Вы великий лидер, это он Трампу говорит, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю. Поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам. Я убежден, что ваша мудрая и смелая политика нуждается в решительной поддержке во всем мире. Под вашим руководством Америка вступает в новый золотой век биткоина, да? И я высоко оцениваю ваше дальновидное видение того, как снова сделать Америку великой. Ну, прям вот просто вот тупо раздвинул и тупо пошел там именно до мозолей вытирать, дорогие мои. Ну, вот так только Рюте может. Даже Зеленский так не может. Борода у него шершавая, там, Трампу не очень приятно. Ну, Токаев вообще именно просто поборол всех там сразу же. Поехали. Украина, дорогие мои, все уже за долги будут у людей отжимать дома. То есть там за свет ты должен, за газ ты должен. Вот мне уже подписчики писали, что уже отключают карточки, банковские счета блокируют, забирают деньги, даже если у тебя есть какой-нибудь плюс по кредиту, все в минус у тебя забирают. Верховная Рада поддержала законопроект, который позволяет конфисковать у граждан единственное жилье, пишет газета по-украински. Население стремительно беднеет, все больше украинцев не справляется с долгами, а теперь еще и рискует остаться без крыши над головой. Вы можете узнать о том, что потеряли жилье только когда вам выломают дверь и вселят нового владельца. Исполнитель может ненадлежащим образом, то есть ничем не угрожать ему, сообщить вам о долге, забыть выслать требования, и вуаля, ваш дом уже не ваш. И никакого шанса на обжалование это, пишет автор этой статьи из газеты по-украински, дорогие мои. Вот сегодня Дональд Трамп собрал как раз и там всех, и Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, весь стан, который там есть в том районе, и начитывал им свою трамповскую мантру. Сейчас послушаем без перевода, потом я вам включу, точнее не включу, а расскажу, что он там им говорил. Well, look, we had a tremendous meeting, as you know, with President Xi in China, and my doctrine would be denuclearization, because we have enough nuclear. We're number one, Russia's number two, China's number three,
way behind, but they'll be even in 4 or 5 years. They're, working overtime on nuclear weapons. I think that denuclearization would be a great thing. We could blow up the world 150 times. There's no need for this. So I really think we're going to have, I've spoken to President Putin about it. I've spoken to President Xi about it. And everybody would like to spend all of that money on other things, people that really, things that can benefit people now. So I think something like that could happen, the denuclearization. It's really, I want peace through strength, but we want peace all over the world, and we're very close to getting it. We had a lot of wars raging that people didn't know about. Now they're not raging anymore. We have one left, and we're going to hopefully get that taken care of. Ну, дорогие, скучно его, конечно, слушать в оригинале, но что поделать, это вынуждают правила YouTube, чтобы я ничего не врал, понимаете? Мы способны уничтожить планету аж целых 150 раз. Это он рассказывает Токаеву, президенту Туркменистана, Узбекистана, это он им рассказывает. Но в этом нет смысла, заявил Дональд Трамп. По его словам, встреча с председателем Си в Китае стала ключевой для выстраивания подхода к декнуляризации. Ну, мне кажется, что просто его Си послал, и все. У нас и так достаточно ядерного оружия, мы номер один. Я внесу поправочку. Россия номер один. Потому что у них нету такого, как сказать, объема обогащения урана. Они сами покупают у России обогащенный уран. Китай третий, ну и вы поняли, через 5 лет Китай займет первое место, отметил он. Трамп подчеркнул, что обсуждал тему сокращения ядерных арсеналов и с Путиным и Си. Как мы видим, он уже готов проводить ядерные испытания. Все признают, что вместо гонки вооружений лучше направлять ресурсы на реальные потребности общества. Я стремлюсь к миру, но это должен быть мир, связанный насилием. Это укус Зеленского, мы знаем, у них такая риторика, мир через силу. Мы были близки к этому, и многие конфликты удалось заморозить. Сейчас осталась одна война, и я верю, что ее можно остановить. Ну, посмотрим, Дони. Дони, мы тебе тоже верим. Поехали. Покровское направление. Российские войска вчера достигли северо-западных и северо-восточных и северных точек Покровска, сообщает Рёбке. Почему ни одно геолокационное наблюдение в Покровске или его окрестностях не указывает на то, что где-то в районе города успешно проводится какая-то украинская контрнаступательная операция? И нет, возведение флага на здании, которое никогда не находилось под контролем России, не является успешной контрнаступательной операцией, пишет Рёбке. Это зрада до Зеленского. Это зрада, действительно. Сейчас премьер Орбан, который рассказывает о том, что в американо-российских переговорах есть еще два неурегулируемых вопроса. Если они будут решены в течение нескольких дней, может состояться мирный саммит в Будапеште. Дорогие мои, давайте угадаем, какие два вопроса. Покровск, дорогие мои, и Купинск, скорее всего. 1-2 вопроса. Либо на Покровском уже Трамп скажет зеленой макаке, типа, давай тормози, дорогой мой. Откатываемся назад. Либо и там, если он не остановится. То есть, если Трампу нужно будет подтверждение. То есть, возьмут Покровскую агломерацию, потом перейдут туда на Купинск. И все. И вот тогда Трамп может остановиться. Пока мы не знаем, дорогие мои. Но видите, они хотят мир через силу. Ну так Путин реализует им мир через силу как раз. Окей, дорогие мои, еще очень много материала. Вчера действительно очень мало новостей было. Там буквально 2-3 новости. Я не хотел расстраивать всех. Вот, поэтому уже их перенес на сегодня, как видите, сделал более объемно. И достаточное количество новостей сейчас поступает, так что будет по-любому вечерний выпуск, дорогие мои. Сегодня целый день сидел, думал пораньше выпустить новости, где-то к часам 10 утра, потому что их там под утро скопилось. Но мне целый день проводили интернет, дорогие мои. И так и не провели. Сказали на понедельник. Подписываемся, дорогие мои, кто не подписан. И я вас всех обнял.